Вітаю вас! Я Світлана, а це мій сад під Києвом. Приглашаю вас сегодня на прогулку и стрижку моих хвойных. Я вам уже показывала и рассказывала, как я пирамиды стригу и шарики. Сегодня буду стричь морковки, свои туи колумна, покажу по можжевельникам, которые Тамарис цифалия, и такие большие, небольшие, что я с ними буду делать. Сейчас погода как раз позволяет нам этим заняться. Приглашаю вас присоединиться. Идемте. Первыми я решила стричь эти туи смарагд в форме конуса. Самая простая форма, с которой можно начинать стрижки. Взяла кембрик для подвязки ветвей. Сейчас мы будем разбирать тую и очищать ее от старой хвои, которая накопилась за все это время. Дело это долгое, поэтому я ускорилась. Как подвязывать кембриком, я рассказывала как раз на ту и смарагд, но ту, которую стригла формой пирамида. Можно посмотреть, ссылки я оставлю. Знаю, вы спросите, с каким расстоянием посажены мои смарагды. Их 14 штук. Специально вышла на улицу сейчас и померила. 1,5 метра между туями, и от забора они посажены на метр. Обрезаем ножницами или секатором лидеров, ветви, которые стремятся стать верхушкой. Кусторез держим, я вам уже показывала, как по форме, как мы будем стричь. Немного с наклоном вертикально. Обходим тую со всех сторон и стригем снизу вверх. У меня тут внизу посажены такие колючие барбарисы, я вам скажу их название дальше и покажу ближе. Колючки ужасные, поэтому я тут обходила их и стригла. Снизу вверх проходим только по молодым приростам. Хотела сказать, что осенняя стрижка – это стрижка больше санитарная, чем формирующая. Я решила, что на зиму мне надо в саду красивые формы, ровненькие, не такие лохматые, как они наросли за лето и весну, чтобы припорошенные снегом они не теряли форму, не разваливались. Совсем немножко, не кардинально. Прохожу снизу до вершины. И так 14 раз. Но я успела пройти только 3 туи. А потом что-то случилось с моим кусторезом, и я взяла ножницы. Ножницами тоже садовыми можно все сделать, но намного дольше. Съемка тоже ускоренная, и форма, видите, немножко неправильная у этой туи. Я потом ее поправила кусторезом. А вот этот колючий барбарис Red Gel. Полувечно зеленый глянцевый лист и очень большие колючки, как шипы. Но он у меня тут посажен живой изгородью, чтобы собаки мне туда-сюда не бегали по клумбам, хотя они свои проходы все равно прошли. Я уже начала в саду обрезку роз, пересадку растений, гортензий, которые у меня росли не там, где надо. Сад немножко пустой становится. Осень. Ну а мы смотрим, как же стричь туи колумна. Туи колумна у меня растут тоже вдоль забора и выстрижены квадратом снизу доверху. Первую стрижку я ставила направляющие, а сейчас только повторяю форму.
Поэтому направляющие не нужны. Кусторезом снизу вверх. Меня еще на фоне забора хорошо по ровным линиям ориентироваться. Обхожу вначале с двух боковых сторон, срезаю. Видите, на верхушке они от середины ближе к верху распушились. Из-за гортензии больше солнышка им достается, поэтому они более пушистые. Я равняю вначале по бокам, а потом впереди и обязательно сзади. Сзади проход, как я говорила, у меня метр, там у меня и газонокосилка проходит, чтобы можно было порядки наводить по саду. Они так ровненько, узенькие и будут у меня расти метров до 4,5, а потом я верхушки ровно срежу. Будут закрывать вон тот желтый дом, который часто мы видим. Так, я разошлась, что стригла, и потом еще один смарагд. Чем хороши туи колумна, что они растут быстрее, чем смарагды. Покупались одновременно колумна в контейнерах 35 или 40 сантиметров, я вам показывала, а смарагда я покупала с комом земли 80 сантиметров. И смотрите по высоте. Колумна вот-вот обгонит. За этот год, за этот садовый сезон они набрали сантиметров 40 в высоту и уже вровень с забором. Туя колумна самая быстро растущая туя. Возьмите себе на заметку. Но у нее форма кроны узкая. Видите, можно ее, конечно, не стричь так, как я, а оставить в природной форме. И она будет чуть пушистее. Но все равно она такая узко-колоновидная. Вот я плавно перешла и смарагды еще зацепила, парочку подстригла. Но все равно все 14 смарагдов, конечно, не успела. После этого мы чистим от остатков обрезков веточек крону рукой. Периодически отходим, смотрим, не сбились мы по курсу, по форме кроны, чтобы все было у нас. Еще часто спрашивают у меня, вот про пирамидалисы я рассказывала, одноствольные или многоствольные. Все туи бывают и многоствольные, и одноствольные. Но вот я хочу похвалить тую колумна, что очень часто они идут в один ствол. Чтобы многоствольную найти, это еще надо поискать. У меня почти все в один ствол. И поэтому за ними намного проще ухаживать. Вот я взяла ножницы, пытаюсь вам показать, как можно ножницами это все сделать. Но хочу сказать, что кусторезом намного быстрее. Чикаться ножницами можно, во-первых, оно так ровненько не получится, и можно очень долго. Ну, мне Вадим Петрович кусторез мой подремонтировал, и я закончила свою работу кусторезом. Тут я взяла секатор, как я вам говорила, и веточки вырезаю, которые мы зацепили кусторезом, и они остались лысые, некрасивые, чтобы у нас такая ровненькая зеленая форма была вся гладкая. Вот сейчас я ближе вам покажу. Вот такие оголенные части веточек мы вырезаем. И тогда издали все туи ровненько и хорошо смотрятся. Туи колумна я даже и не связываю. В один ствол все идут. Очень мне понравились те туи. Возьмите себе на заметку, кто хочет живую изгородь сделать. Можно их ближе посадить, и тогда будет непроходимый лес. Растут быстрее, чем брабанты даже. И форма хвои у них более плотная, интересная. А сам ствол, как бы, когда молодая туя, у нее он как извилистый. Налево-направо немножко идет. Из него хорошо делать неваки из этой туи. Ствол красивый. Ну, а мы сейчас плавно переходим к другим формам, которые я буду стричь. И, кстати, не забывайте обрабатывать инструмент после каждого дерева, чтобы не перенести какую-нибудь
инфекцию. Дальше мы пойдем стричь можжевельник пфицериан. Не Тамарис цифолия, я оговорилась. Тамарис цифолия в стрижках не нуждается. Форма фантазийная, то есть можно лилию, можно какого-то осьминога, можно в разные стороны наклонить эти веточки. Фиксируется к опорам. У меня вот тут еще 2-3 опоры осталось, остальные я убрала. 2 года на опорах были. Вначале мы выстригаем, что я делала, оголяю ствол, вот такие пересеченные ветки оставлять не надо. Я тогда еще только начинала и оставила 2 толстые ветки, видели, они перекрещиваются. Так лучше делать не надо, они трутся друг от друга. Можно 2 соединить. Видите, тут развилку я почистила. Для чего мы оголяем ствол? Ну, я много, полметра где-то оголила. Можно меньше, сантиметров по 20, чтобы вам было видно, в какую сторону какая ветвь идет и как ее можно повернуть. Чтобы вверх направить, я вам сказала, ставим опоры и фиксируем. Вон у меня еще 3 опоры осталось. Ножницами вначале убираем лишнее. Сразу кусторез не берите. В первый раз я ножницами всю форму делала. Пусть она не такая красивая и ровненькая получалась, но зато мы не срежем лишнее. Это я в начале сезона уже убрала у них опоры. И вот второй раз совсем понемножку стригу кусторезом. Боюсь задеть. У меня, видите, ветви очень близко друг к другу. Но я специально хотела, чтобы они такие перекрученные между собой были. Фантазийная форма. Что придумаешь? Вон там барбарис обошла ветками, оттянула и направила. Какие веточки вот связаны пеньковой веревкой. Вот я показываю вам, как исправить направление ветви. Убирается лидер и делается перевод на другую ветку. Аналогично с плодовыми деревьями мы так поступаем. В данном случае 2 ветви я объединила и развела в разные стороны. Внизу мы ставим, я на кору, если надо приподнять ветку, чтобы она смотрела ровно вверх. Просто корой подпираешь или какой-то деревяшкой. Камнем я не стала бы делать, потому что камень испортит кору дерева. Ветки, которые вы не знаете, куда завернуть, повернуть, пристригите просто боковые и покрутите влево-вправо направление, и вам будет ясно. Вот эту звезду мы формировали вместе с вами. Видео прикреплю весной ранней. А так он выглядит сейчас. Перешла к той форме, к которой руки не доходили. Вот так это выглядит. Стоит одна арматурина, к ней бечевками подвязаны ветви, в какую сторону надо. Вначале ножницами выбивающиеся веточки я обстригла, а теперь потихонечку, чтобы не зацепить лишнее, вот ее приподнять немножко надо. Очень осторожно кусторезом, повторяю еще раз, первый раз я бы ножницами все проходила. Тут не ошибешься. К этой форме я еще вернусь позже, потому что у меня не хватило времени на нее. Оголила аналогично ветви внизу. Видите, тут уже совсем немножко. Ветвь эту можно повернуть, оттянуть, подвязать к какому-нибудь соседнему дереву, кусту. А если ничего рядом нету, то просто вставить арматуру и зафиксировать. Стоять она должна около года-двух. Около 2. Вот так вырезаем лишние выбивающиеся ветки. Сразу видно, что и как.
веревки, остальные я пока еще не снимала. Тут мягкие сильные, я их высоко подняла, эти ветви. Они мягкие, не держат форму. Ну, а сейчас мы медленно перейдем. Я вам покажу, как минджулеп свой я формирую. Ну, в принципе, так можно не только минджулепы, а все можжевельники. Если вы не хотите поднимать как-то ветви и какие-то лилии выстригать или фигуры какие-то там придумывать, можно оставить его хотя бы первые несколько лет, а потом вы сами увидите, куда он просится, в какую форму. Что мы делаем? Мы берем и поднимаем у него высоту, оголяем низ, чтобы проветривался, не застаивался воздух, не зарастал. То есть я 30 сантиметров, видите, вырезала все нижние ветви. В дальнейшем планирую сделать из него топиарную форму, еще больше оголить и несколько или шаров на концах сделать, или ровных частей таких. Он растет, минджулеп, очень огромный. Именно их я сейчас за периметр пересадила, 4 штуки. И 2 в другой части сада посадила. 3 на 3 вырастает. Хочу сразу предупредить, больше 20% кроны обрезать нельзя. И стричь тоже нельзя, потому что растение может заболеть. Это сильно травматичная для него операция. Поэтому, вырезая ветки, не увлекитесь. Понемножку, лучше через месяц, через 2 еще. Но сейчас зима впереди, поэтому на весну уже отложите более кардинальные обрезки. Барбарис. Рядом красивые ягодки уже красные. Ну, вот такие стрижки в саду у меня произошли несколько дней назад. А сегодня дождь идет, очень холодно. Погода, конечно, совсем не радует. Но мы смотрим на эти солнечные кадры. Я уже розы, видите, и на круглой клумбе почти все убрала. Остались мне плетистые. Поставлю дуги и будем ждать холодов. Не забудьте поставить лайк и увидимся в следующем видео.